Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить целых 5 вязаных моделей со схемами узоров, с описанием вязания, теплый, комфортный, с несложной техникой вязания. У этих джемперов плотные узоры для холодных дней рассчитаны. И сейчас начинаем с первой модели. Смотрите. Вертикальная рельефная полоса у этого джемпера изумительно смотрится на фоне жемчужного узора. Посмотрите, какой впечатляющий декор переда. Вот эта вот широкая рельефная коса, которая перед вами, она дополнена спокойной лицевой гладью на рукавах и спинке. Края отделаны широкой резинкой. Шикарный джемпер, который я бы порекомендовала для мастериц, имеющих небольшой опыт вязания. Давайте рассмотрим этот узор поближе. У нас очень интересно выглядит, приближаю вам узор. Посмотрите внимательно, рукава реглан у нас, детали вяжутся отдельно и затем сшиваются. Очень интересно подобрана пряжа, такая меланжевая, небольшой меланжевый эффект. И у нас, конечно же, с вами будет описание вязания. Мы здесь использовать будем в описании размеры 42-44 и с 48 по 52 размер. Используется у нас резиночка для планки 1 на 1, лицевая гладь и жемчужный узор, который вяжется чередованием лицевая и изнаночная. Вы знаете, да? Второй ряд все изнаночные петли мы провязываем лицевые, а лицевые петли изнаночные. Теперь по поводу схемы для рельефной полосы. Обращаю ваше внимание на этой схеме. Она перед вами. У нас 27 петель и 18 рядов составляет раппорт узора. Все дальнейшее описание, девочки, будет опубликовано внизу под видео. Можете посмотреть. Что касается модели номер 2. Смотрим. Модель номер 2 связана красивым рельефным узором с жгутами. В таком шахматном порядке чередуются, которые очень красивый тоже узор, красивая модель, плотная вязка у нас для холодных дней. Здесь вяжется также джемпер, как и первый предыдущий, раздельными частями и затем сшивается. У нас есть прекрасная с вами выкройка, схема узора, которая сейчас перед вами. Схема очень простая, 20 рядов в высоту. Ну и, как я уже сказала, вот эти жгуты, они чередуются в шахматном порядке. Перекрещиваем мы с вами 8 петель направо, 8 петель налево. Вот, все перед вами, девочки, справимся. Я думаю, несложно. И в описании тоже подробно идет изложение, последовательность наших действий. Так что эти структурные косы я бы вам порекомендовала взять на заметочку. Можно связать таким узором не только джемпер, но и жилет, и кардиган. Такой очень довольно-таки узор красивый, рельефный и простой. Здесь тоже шерстяная пряжа рекомендуется. Составлено у нас описание также для размеров 42-44, 46-48 и 50-52. Это российский размер, я назвала. Спинка, перед, все у нас вяжется по данной схеме. Также описание, будет выложена ссылочка на описание под видео. Следующим третий джемпер смотрим. Третья модель – это джемпер, связан рельефными ромбами, плотный узор. Здесь используется также жемчужная вязка, то есть чередование лицевой и изнаночной петель.
свободный крой, детали также раздельно вяжутся, и затем все это сшивается. Такой принцип. Очень элегантная модель, в красивом таком темном вишневом цвете. Я рекомендую ее на разные размеры, хорошо будет смотреться и на худеньких, и на полненьких женщин. Средняя длина, самое интересное и простое вязание. Я считаю, быстро свяжется такой джемпер, будет теплый, будет радовать глаз. Пряжа у нас с шерстью используется, рекомендуемая пряжа. Давайте посмотрим с вами схему узора. Схема узора у нас это 14 петель в ширину, этот ромб занимает 24 ряда в высоту. На схеме у нас показаны только лицевые ряды, изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Что касается выкройки, выкройка тоже довольно-таки распространенная, спущенное плечо, свободный крой. Размеры мы используем, как обычно, 42, 44, 46, 48, 50, 52 размеры. Все мерочки здесь стоят. Надо будет подкорректировать длину, там, допустим, ширину по вашим меркам. Следующая, 4-я модель, которую я хотела бы вам продемонстрировать. У нас используется немного ажура, но тоже в основном плотная вязка. Очень нарядная, красивая, вяжется раздельными деталями, также сшивается. У нас используется удлиненная спинка. Здесь основным узором являются широкие жгуты по центру, которые украшены красивыми рельефными веточками. Используются для отделки шишечки. Воротник тоже в виде косы, но я бы так делать не стала. Я бы связала классику. Но опять-таки это на любителя. То есть я бы отделала, обычную планку сделала, но опять-таки на вкус, на цвет товарищей нет, да, поэтому здесь, пожалуйста, обвязка идет у нас по низу крючком, насколько я могу судить, вижу здесь по картинке. Описание у нас отсутствует к данной модели, но есть хорошо сохранившаяся схема, 2 схемы, да, то есть у нас идет, собственно, сама наша вот эта коса, которая используется для отделки, для планки по вырезу горловины, и ажурный узор у нас идет, ажурный узор, перед вами схема. Здесь условные обозначения такие же, собственно, что я и раньше вам озвучивала, то есть такие подкова. Это накид, 2 вместе лицевой с наклоном, вот эти черточки наклон, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, соответственно. Горизонтальная черта – это изнаночная, вертикальная черта – это лицевая петельки. Вот такие у нас перекрещивания обычно изображаются. Вот такими знаками туда-сюда, да, право-лево. Выкройка элементарная, тоже очень хорошо это все видно. Схематичное расположение узоров со жгутами и с ажурами тоже в выкройке указано. То есть здесь можно придумать что-то свое, можно просто воссоздать то, что перед вами на картинке. Девочки, прекрасная модель. Рекомендую ее как праздничный вариант. Думаю, что здесь можно пофантазировать и воспользоваться прекрасной идеей дизайнера. Давайте посмотрим 5-ю модель. К ней я рисую схему. Это фабричное производство дизайнера Шейн. И у нас используются вертикальные косы, жгуты, на фоне изнаночной глади вяжется. Чистая классика, рукав с окатом. Я бы сказала, что это довольно-таки распространенный вариант джемпера.
часто эти жгуты используются. Здесь у нас чередуется широкий жгут с узким жгутом, да, и частота перекрещивания здесь различна. За счет этого формируется вот этот рельефный узор. Узор укрупняю вам, девочки, смотрите. Нет никаких сложностей вязания. Шикарная вещь. Думаю, что легко свяжется. Продумано все дизайнером хорошо. И давайте схему посмотрим, приблизим, рассмотрим схему. Пожалуйста, на схеме я изобразила наш жгут, который 24 ряда в высоту раппорт составляет. Это 8 петель жгут. И жгут, который меньше, тоже он 8 петель, но чаще перекрещивания идут. Здесь раппорт составит у нас 12 рядов у жгута, которого чаще перекрещивания. То есть ровно в 2 раза, да? И все это на фоне 3 изнаночных петель, то есть между ними вяжется по 3 изнаночные петли. Вот такая схема несложная. Ну, в общем-то, все модели, которые я сегодня вам показала, заслуживают внимания, на мой взгляд. Есть из чего выбрать, если вы стремитесь к тому, что сейчас подбираете себе вариант для зимнего вязания. Вот все плотными узорами, все красивые, все симпатичные. Выбирайте, девочки, по своему вкусу. Я желаю вам удачи и до новых встреч